Привет! Это самый частый вопрос, который мне задают в комментариях, и я считаю, что пора уже поставить жирную точку в этом деле. В деле, какие наушники выбрать? Redmi AirDots, QCI, QS2 или Hi-Lo GT1? Весь интернет спорит об этом, и сегодня мы наконец решим, кто же все-таки лучше. Мы не будем много говорить, сегодня кратко и емко, только голые факты, приправленные непредвзятым мнением. Ребят, и спасибо вам в очередной раз большое за ваши комментарии. А теперь присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Самая незначительная вещь в наушниках – это их упаковка. Но ведь это то, с чего мы начинаем с ними знакомство и формируем первое впечатление. И тут самая приятная и стильная коробка, естественно, у QCI. Плотный белый картон с прозрачной крышкой. У Hi-Lo и Redmi попроще, но у Redmi, конечно, коробка совсем дешевая. Комплектация абсолютно одинаковая. Инструкция, сменная абишуру и провод для зарядки microUSB есть в каждой паре, кроме Redmi-ков. У них провода нет. У всех наушников кейсы выполнены из матового пластика черного цвета, крышки также люфтят у всех. Звание самого компактного кейса мы с уверенностью присуждаем Hi-Lo GT1. Он явно меньше остальных, хотя ради справедливости все кейсы спокойно помещаются в маленький кармашек на джинсах. Наушники примерно одинаковые по размеру, но я бы здесь выделил QCI. У них звуковод чуть длиннее остальных, и для некоторых ушей это может сказаться на посадке, будут не так удобно располагаться в ушной раковине. Hi-Lo и Redmi же практически одинаковые. Когда они лежат рядом, их вообще можно и спутать случайно. Качество исполнения примерно одинаковое на всех наушниках, но при этом у Redmi AirDots и QCI иногда появляются трещины на корпусе примерно через 2-3 месяца использования. У Hi-Lo такого замечено пока не было. Влагозащита в AirDots и QCI одинаковая, IPX4, то есть по сути защита от брызг, под дождем лучше не ходить. А в Hi-Lo уже IPX5, в них уже под дождем можно ходить спокойно. Автономность. В каждом наушнике Redmi AirDots по 40 мАч, у Hi-Lo и QCI по 43 мАч. На максимальной громкости QCI и QS2 проработали 3 часа 33 минуты, Hi-Lo GT1 почти 3 часа и Redmi AirDots 2 часа 31 минуту. Тут пальму первенства мы отдаем QCI, а с учетом их кейса, в котором аж 800 мАч, они и подавно лидеры по автономности. Самое основное в наушниках – это звук. Hi-Lo GT1 и QCI QS2 подключаются к телефону по кодеку AAC, Redmi же подключаются по кодеку SBC. По громкости Hi-Lo и Redmi примерно на одном уровне, звучат они громко. QCI тише примерно на 20%. Я с наушниками попеременно хожу уже больше месяца и слушал их на самых разных композициях, и по самому звучанию рейтинг такой. Hi-Lo GT1 однозначно побеждает, самый объемный и насыщенный звук. Далее идут Redmi AirDots и QCI, звучат они примерно одинаково хорошо. Но все же второе место отдам наушникам QCI, у них звук чуть более детализированный, чем у AirDots. К тому же у Redmi на некоторых композициях верха могут песочить, но в целом у них стандартный хороший звук, который многим и нравится. Управление. Функционал у наушников одинаковый. Play, пауза, переключение треков и голосовой помощник, кроме Redmi AirDots. У них переключения треков нет, этого немного не хватает. Хотя, если у вас есть браслет, к примеру Mi Band 4, то это уже не становится проблемой. У Redmi QCI кнопка механическая, работает корректно. У Hi-Lo кнопка сенсорная, в принципе тоже работает хорошо. Случайные нажатия, если и были, то в самом начале, потом привыкаешь и они пропадают. Здесь немного субъективно, но лично мне больше нравится сенсорное управление. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Redmi AirDots. Мы сидим в тихом пространстве, незаведенная машина. В принципе, слышно более-менее отчетливо, речь достаточно различима, поэтому теперь мы включаем кондиционер. Проверяем работу микрофонов QCI и QS2 в тихом пространстве, просто незаведенная машина. Голос звучит достаточно приглушенно, я бы не сказал, что мне нравится, как они звучат, поэтому имитируем езду в машине, включаем кондиционер на 3 деления. Проверяем работу Hi-Lo GT1 в тихом пространстве, незаведенная машина. Звучат они также средненько, я бы сказал, примерно на уровне с QCI. Имитируем езду в машине, включаем кондиционер на 3 деления с 4 и музыку на 9. Теперь из фоновых шумов кондиционер на 3 деления с 4, музыка на фоне на 9. Уже появляется эффект громкой связи, разговаривать становится некомфортно. И музыку на 9. Послушаем. Ну так, такой же эффект громкой связи. Мне кажется, они звучат похуже, чем Redmi AirDots. И, кстати, меня кто-то из подписчиков спрашивал,
как звучат микрофоны QCI, если поднести микрофон к рту. Вот примерно вот так. Ну, естественно, становится слышно лучше, но так каждый день я не буду ходить. Такой же эффект громкой связи, ну, троечка, где-то так. Ну, мне не очень нравится по ним разговаривать. Мы проверяем работу Redmi AirDots на улице, дует небольшой ветер, машин пока нету. Разговаривать можно, но становится уже делать это сложно. Включая QS2 на улице, дует ветер, мимо едут машины, разговаривать вообще практически нереально. Это делать очень сложно. Hello GT1 на улице, ветра практически нет, мимо едут машины. Не знаю, судите сами, кстати, напишите в комментариях, микрофоны каких наушников вам нравятся больше. Здесь побеждают Redmi AirDots. На мой взгляд, у них самые сбалансированные микрофоны. По Hello QCI уже разговаривать менее комфортно. По задержке звука. В YouTube задержки у наушников замечено не было ни у одних, но тут еще играет роль, какой Bluetooth на телефоне. У меня в S10 Bluetooth 5.0 задержки нет. А в играх задержка уже есть, причем она у наушников одинаковая, примерно по полсекунды, чуть-чуть меньше. Для игр это уже не подходит. По стабильности соединения также не могу выделить ни одни наушники, показывают себя одинаково хорошо. Спокойно дома пробивают через две стены, а обрывы связи, если и бывают, то в основном в перегруженных местах или под линией электропередач. Таким образом, если выбираете между этими наушниками, берите Hello GT1, если для вас самое главное это звук, он у них реально крутой за свои деньги. Выбирайте Redmi AirDots, если вам важна золотая середина, чтобы и звук неплохой, в качестве гарнитуры можно было использовать. И покупайте QCI QS2, если для вас важна автономность и хорошее качество звучания. Что касается меня, мне больше нравится Hello GT1. Пусть у них и микрофоны не очень, и очень жаль, что мне с ними уже пришлось распрощаться и отправить их победителю прошлого конкурса. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, какие наушники выбираешь ты. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.